призраки в твоем доме. Взгляд в глаза. Самое убедительное свидетельство того, что призрак присутствует здесь и сейчас, это зрительный контакт. Это когда ты видишь его, как говорится, воочию. В тот момент, когда сущность демонстрирует себя. Ты можешь увидеть силуэт, свечение, передвигающийся объект, который может пройти через стену. Призрак может находиться где угодно, хоть на потолке. Он даже может заговорить с тобой. Возможно, он хочет дать понять, что он здесь и хочет о чем-то предупредить, о чем-то важном. Ты под наблюдением. Если у тебя есть ощущение, что за тобой кто-то постоянно наблюдает, то ты один из тех, кто хорошо чувствует потусторонний мир лучше остальных. Люди с повышенным восприятием сверхъестественных сил могут даже ощущать на себе взгляд мертвых из потустороннего мира. Если ты все-таки чувствуешь, что кто-то следит за тобой, сверлит тебя взглядом, оглянись вокруг. И очень даже может быть, ты увидишь нечто аномальное, необычное. То, что может указывать на присутствие где-то рядом иной сущности, призрака, привидения. Часто такое чувство возникает в незнакомом помещении при переезде в новый дом. Это происходит потому, что призраки изучают новых хозяев, гостей. Настроение. Кстати, на перепады настроения влияет присутствие чужих. В короткое время, скажем, в течение часа, можно пережить практически все ощущения, от депрессии до глубокого уныния, а также и чувство счастья, полной эйфории. Надо сказать, что признак перепада настроения не есть стопроцентный факт присутствия призраков или потусторонних гостей, но что-то означать этот факт может. Температура. Когда появляется призрак, всегда понижается температура. Присутствующие отмечают озноб. Начинают мерзнуть ноги. А бывает так, что злые сущности приносят повышение температуры. Стаскивают, как говорится, одеяло по ночам. Запахи. Если ты заметил, что в твоей квартире появились новые запахи, это одно из подтверждений того, что у тебя поселились призраки. Запахи могут появляться и исчезать, как говорится, на пустом месте, просто из ниоткуда. Они могут напоминать запах цветов, сигаретного дыма. Иногда человек ощущает чувство тяжести. Появляется проблема с дыханием, дышится тяжело, ощущается тяжесть в воздухе. Как правило, это может быть признак присутствия душ умерших. Избавиться от всех этих мистических ситуаций поможет священник. Он должен прочесть в этом доме молитвы и осветить его святой водой. Живые предметы. Из мистических историй нам известно, что фантомы, призраки могут передвигать вещи с одного места на другое. Причем они любят это делать, когда в квартире никого нет.
Ты замечал нечто подобное? Кстати, со мной такие случаи были. Вот один из них. Как-то я купил металлическую стойку со стеклянными полками типа этажерки для стереоустановки. Распаковал в красивых упаковочках несколько разновидных шурупов, аккуратно разложил на столе по группам размерам. На всякий случай пересчитал. Все хорошо, все замечательно. Перед сборкой решил попить кофе. Ушел на кухню. Когда вернулся и приступил к сборке, почему-то не хватало одного шурупа. Я окинул взглядом стол, на всякий случай заглянул под него. Осмотрел диван. Шурупа нигде я так и не нашел. Его просто не было. Но этого не может быть. Я пересчитывал каждый шуруп несколько раз. Все они были на месте. С отверткой в руках я встал у окна и с растерянным видом смотрел в сад. Хотелось просто закричать: ну как это может быть? И, конечно, я сделал это. У меня было такое ощущение, будто я с кем-то разговаривал, и будто меня кто-то слушал. Я еще раз пересчитал шурупы. Нет, тщетно. Просто чертовщина какая-то. В сердцах я крикнул в пустоту: Господи, да что ж это такое? Кто взял шуруп? Верни! Бросил отвертку на диван и вышел в сад. Откинулся на лежанку и тупо смотрел в синее небо. Так прошло минут 15. Успокоившись, я вошел в дом. Как ни в чем не бывало, я взял отвертку и стал пересчитывать шурупы. Все шурупы были на месте. Я в ступоре присел на диван, но стойку я все же собрал. Вот такое было со мной. Ты тоже можешь рассказать в комментариях об аномальных случаях, произошедших с тобой. Я уверен, это будет интересно. Ну что, идем дальше. Кстати, некоторые охотники за привидениями фотографируют комнаты, где может обитать призрак, и через несколько дней сверяют расположение вещей. Если фантом двигает вещи прямо на твоих глазах, это значит, он хочет с тобой играть. Отделаться от такой сущности бывает крайне сложно. Странные сны. Тебе могут сниться сны о людях, странных людях, о существовании которых ты никогда не знал и не был с ними знаком. Также могут сниться странные места, в которых ты никогда еще не был. А если в твоей квартире поселился фантом, он может вызывать ночные кошмары и ужасы. К тебе в кошмарных снах могут приходить странные люди. Ты можешь видеть заброшенные здания, города. Это может означать только одно: призрак рассказывает во сне о себе и пытается вступить с тобой в контакт. Следует знать, что, скорее всего, это призрак человека, умершего внезапной смертью, покинувшего этот мир в результате гибели. И он приходит для того, чтобы ты помог ему что-то изменить. Поэтому, если такое происходит с тобой, заведи тетрадку и записывай сны. Возможно, ты сможешь понять хронологию событий и повлиять, изменить то, что хочет призрак. Аномальные шумы. Если призрак в твоей квартире, ты можешь услышать странные звуки. Это может быть дыхание за спиной, шепот, глухие шаги, шипение или шорохи. Не нужно пугаться. Это значит, что призрак пытается выйти на контакт с живыми. Он пытается рассказать о себе,
Если ты слышишь странные звуки, как правило, они бывают ночью. Постарайся определить, откуда исходит этот аномальный звук. И если этот шум издает призрак, ты можешь встретиться с ним лицом к лицу. Прикосновение. Ты когда-нибудь просыпался от чувства прикосновения? Было ощущение, что кто-то прикоснулся к тебе? Это особое ощущение, если ты понимаешь, что ты спишь один. Бывает так, что ты можешь резко обернуться от того, что кто-то похлопал тебя по плечу. Во сне могут происходить совершенно странные мистические вещи. Может присниться, что чья-то рука тянется к тебе, или будто кто-то прикасается к твоему лицу. Это все самые верные признаки того, что в твоей спальне что-то происходит неладное, что-то не так, присутствуют потусторонние гости. Но если агрессивный фантом набрасывается на тебя, сдавливает грудь, толкает или подкидывает в воздух, здесь уже не обойтись без специального обряда экзорцизма. Друзья, жду в ваших комментариях рассказы об аномальных случаях из вашей жизни. А сейчас подписывайтесь на мой канал Орден Ежиков в Тумане. Вместе нам будет интереснее. Спасибо и пока. До следующих встреч на YouTube.